Вітаю! Про світову воєнну трансформацію з огляду на політичні мутації і зміни у воєнній доктрині будемо говорити у сьогоднішньому випуску. До розмови ми долучаємо військового аналітика Ігоря Лєвіна. Пане Ігор, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашої розмови. Да, приветствую. Спасибо за приглашение. Я же напомню, меня зовут Олекса Кипкало, и мы начинаем. Игорь, ну смотрите, ситуация развивается следующим образом. Мы видим определенные изменения, как в политике европейских, ну вообще западных государств, они все-таки становятся более жесткими касательно агрессора России и более жесткими, ну, по крайней мере, негласно против того блока, в котором Россия сейчас выступает. Я напомню, это к стране-агрессору еще добавляется Китай, Иран и Северная Корея, это в основном. Ну и там плюс возможные сателлиты и связи, которые не настолько сильно влияют. Ну и сама Северная Корея, понятно, что является сателлитом, но однако она сейчас на устах. Я вам предложу сыграть определенную игру. Я надеюсь, вы согласитесь. Это игра шахматы, но шахматы в определенной мере виртуальные, то есть которые будут иметь дополнительные измерения. Почему я так говорю? Потому что вся политика и военное взаимодействие, когда мы говорим о конфликтах или предконфликтных состояниях, заключаются как в вооружении, так и в политике, так и в обеспечении, в технологиях. И у меня, если вы согласитесь на такую игру, есть предложение периодически называть ходы как стороны зла, так и стороны западного света, назовем это так. К сожалению, так сложилось, что зло всегда ходит белыми, потому что оно начинает конфликты или готовится к этим конфликтам. На ваш взгляд сейчас, возможно ли сказать, кто делает ход и какой это ход? Знаете, на эту игру можно согласиться, но тут есть одно большое «но». Тут одно большое «но» заключается в том, что всегда такое противостояние происходит не по правилам. Если вы изначально соглашаетесь на такую игру, особенно когда враг ходит первым, да, ходит белыми, это говорит о том, что вы согласились на его условия, играть по его правилам, это значит, что вы проиграете. Все-таки шахматы, они ограничены. У них есть строгие алгоритмы действия. Да, знаете, мы знаем, что великие шахматисты, они как такие живые компьютеры прорабатывают тысячи ходов наперед. Но эти все ходы, они плюс-минус все-таки предсказуемы. В этом как бы заключается гений гроссмейстера, уметь предугадать максимально возможности ходов там, противника своего, вот, и обыграть его. В реальности это так не происходит. Не просто так классик говорил, да, у нас Клаузевиц говорил, что война — это туман войны. Что им подразумевалось? Подразумевалось о том, что как только начинаются у вас боевые действия, все ваши планы, означающие расчеты, как раз все попытки просчитать все эти ходы, они все нивелируются, они все нерелевантны. Потому что есть тысячи, десятки тысяч и бесконечное количество факторов, которые невозможно никак учесть. Поэтому, когда мы говорим, это удобно. Так, те, кто любит особенно про геополитику говорить, они рассматривают мир как большую шахматную вот такую партию. И вот с одной стороны ось делает свой шаг, с другой стороны западный мир делает свой шаг. Но в реальности это все-таки не шахматная партия. Совсем по-иному происходит. Но в данной ситуации, потому я сказал, что это шахматная партия с большим количеством измерений. То есть каждая степень свободы добавляет нам дополнительных, неисчислимое дополнительное количество возможностей, то есть инвариантов. Но окей. Я добавлю, секунду, я здесь добавлю. Шахматная партия была рассчитана на 22 год, когда Украину отдали России. И по всем там задумкам Россия должна была Украину покорить. Дальше. США, видимо, рассчитывали поддерживать украинских уже там партизан-инсургентов. Именно поэтому давали там эти все ПЗРК, ПТРК, да, легкое оружие, как раз с помощью которых можно там бегать где-нибудь в Карпатах или в лесах с этим оружием.
И с помощью этого давить уже на Россию, ну, умеренно, вот такой вот определенный, как бы иметь рычаг влияния, как, например, они поддерживают каких-нибудь курдов в Сирии, ну, например. Ну, то есть Вот. Украина была пешкой, я правильно понимаю, в этой игре? И я не знаю, какой именно фигуры, какой фигуры ее рассматривали, я бы так не говорил, Я но я к почему тому, что... говорю, что Секундочку, да. и я к тому, что партия была рассчитана, но она полностью была нивелирована, эта партия, самой Украиной. Украина, в силу того, что она не покорилась, несмотря на то, что все планировщики, как в самой России, так и на Западе, считали, что все, ну, это вопрос, как в Германии говорили тогда, это вопрос нескольких дней, то все закончится скоро, когда тут топовые элиты Германии так говорили. Вот это говорит о том, что Украина просто взяла эту шахматную доску и просто ее перевернула, опрокинув все фигуры на пол. Это как раз к теме тумана войны. Почему все-таки геополитика и вообще война — это не шахматная партия, потому что Украина сказала: ничего себе, вы тут как бы меня слили, хорошо, мы тогда полностью вообще переворачиваем всю шахматную доску. Отлично. На самом деле это в определенной мере совпадает с тем, что я хотел заявить, почему Украину я выставлял в той ситуации на 22 год как пешку, потому что пешка — это фигура с наивысшим потенциалом. Пройдя через несколько шагов, она может превратиться в ферзя, в одну из самых сильных фигур. И на самом деле, ну, Украина была андердог, да, на который никто не ставил. да, и на самом деле это, в общем-то, и впечатляло. И вот в контексте таких изменений, плюс в контексте я все-таки подводил к чему? Ситуация складывается, как она есть. Украина раскрыла новые, условно говоря, горизонты и новые возможности ведения войны, в том числе с помощью беспилотников. Это, наверное, одно из самых ярких проявлений и смекалки, и использование технологий, которые были рассчитаны, в принципе, на гражданский рынок, и даже, может быть, больше развлекательные технологии, но они были эффективно использованы уже в ходе полномасштабного вторжения для того, чтобы воспрепятствовать врагу. Но технология не стоит на месте. Понятно, что такие упрощенные технологии с точки зрения военной машины не могли долго просуществовать, они должны были развиваться. И у меня вопрос. Есть ли сейчас технология или готовится ли сейчас технология, которая может в определенной мере поменять ход войны? Какие-либо открытия, может быть, технологические прорывы, может быть, это будет искусственный интеллект более мощный, может быть, это будут там новые твердотельные лазеры, которые работают там на достаточно малых энергиях, или наоборот накопители энергии, которые позволяют влиять на это. Возможно, есть какие-то неочевидные технологии, ну, например, как какой-то новый анализ или технологии нового анализа, которые позволят перевернуть ход войны. И после вашего ответа я объясню, к чему я веду. Смотрите, все технологии, которые используются в российско-украинской войне, вот это не новые технологии, это все технологии существовали. Более того, какие-нибудь технологии с теми же дронами, это технологии прошлого века, которым уже сотни лет. Там Никола Тесла еще свой первый дрон запускал, что там, кораблик у него был на пульте управления. То есть все эти технологии не новые. Другой вопрос в том, что как они применяются, и эмпирика, то есть реальный опыт на поле боя. Потому что до этого это были теоретические наработки. Это касается не только, кстати, дронов и технологий, это касается вообще всех аспектов, в том числе задействования, скажем, конвенциональных классических там видов вооружений. Не было давно столкновений армии, равных по силе, с друг другом на фронте, чтобы можно было как бы делать какие-то выводы. Ну, например, там одна из таких больших войн, где действительно столкнулась армия с армией, это была война судного дня, это 50 лет назад, полвека. Это очень давно. Еще есть ирано-иракская, но там уровень как бы был ниже намного как бы, в плане там, технологическом и других аспектах. Вот. Хотя там тоже есть определенные параллели, которые можно проводить. Но это тоже было давно. То есть Десятки лет назад. Это говорит о том, что у нас нет ничего нового. У нас есть как раз старое, которое в новой обертке. С другой стороны, у нас есть как раз вопрос, допустим, нейросетей, который был даже теоретически, он как бы не особо его рассматривали, да, об этом говорили там, в военных академиях. Но
не было никаких наработок в плане прикладного, как это можно применить. Ну, более того, кстати, и в этой войне тоже пока все-таки больше разговоры. Ну, то есть говорят, машинное зрение, какие-то есть определенные там первые там, примеры использования, но в любом случае это все такое очень в зачаточном состоянии. И тут нужно не попасть в ловушку, потому что зачаточное состояние оно может хоть сотню лет продлиться. Например, там первый воздушный десант был там, осуществлен еще когда 20-30-е годы. Вот. И немцы им воспользовались как раз в концепции своей Блицкрига. Но при этом теоретически, ну, парашют был изобретен еще сотню лет до этого, а теоретически высадку солдат было описано еще в первой половине 19 века. Вот. И несмотря на то, что был изобретен парашют, и уже было воздухоплавание, и было писано, что прямо как солдаты прямо спускаются с неба, там складывают свой парашют и ведут бой, 100 лет заняло перед тем, как действительно там, немцы в своем вот этой вот стратегии, концепте, в тактике точнее, вот, применили воздушный десант как воздушный десант. И сегодня вот мы знаем, что везде есть воздушно-десантные войска, там, или аэромобильные войска, аэромобильный десант на вертолетах, например, и так далее. Поэтому, возможно, мы сегодня видим наработки и же первые там, появления машинного зрения там, или нейросетей, но в реальности там, это раскроется через лет 20-30, например. Да. Сегодня все сокращается, не сотня лет, но, может быть, десятки, а не буквально завтра. Вместе с тем, как раз российско-украинская война указывает не на то, что будут какие-то там новые прорывные открытия, концепты, да, вот, а как раз указывает на то, что была большая ошибка в расчетах, то, что можно как раз с помощью технологий вести войну, и нам не нужны старые конвенциональные возможности, да, такие как, например, большая армия, большое количество артиллерии. Это вопрос вообще о массовости. То есть что именно вопрос о массовости, именно масса, она определяет, решает в боевых действиях в тех или иных условиях, в тех или иных аспектах, без оговорок. Потому что до этого были оговорки, ну и считалось, было принято, что лучше бьет многих. И несмотря на то, что по-прежнему это дискуссионный вопрос, но все-таки основная чаша в этом дискуссионном вопросе склонилась в сторону, что все-таки многие решает. Можно быть сколько угодно лучшим, но многие просто победит. Поэтому лучше бьет многие, это не аксиома. Вот, и поэтому и израильская армия, кстати, и на Западе все сводятся к тому, и в Европе, кстати, вот, разговоры о возвращении призыва в Германии, в странах Скандинавии, например, да, и так далее. Это все вопрос о том, что как раз нужна масса. И масса не только солдат, масса в том числе техники, боеснарядов и так далее. Количество. Количество определяет и решает. То есть мы можем говорить о том, что современная война в Украине показала то, что этап эволюции — это возвращение к прошлому. То есть к ведению тактики. Я почему тут сейчас... Я бы не говорил эволюции, вот, зачем такими словами пользоваться? Вот, почему эволюция? Эволюция в чем? Я не вижу никакой эволюции. Я имею в виду эволюция... Ведь все равно технология не стоит на месте. Тактика ведения войны не стоит на месте. Самосознание бойцов тоже не стоит на месте. Система ценностей государств тоже не стоит на месте. Они меняются. Ну, мы не можем говорить... Такая эволюция происходит постоянно, поэтому тут нет какой-то определенной специфики на российско-украинской войны. Любой конфликт и война в Сирии — это тоже эволюция военного дела. Я почему об этом говорю? Потому что, например, когда появилось в Украине западное вооружение, тяжелое западное вооружение, которое очень долго шло, на самом деле оно позволило уничтожить те объекты, которые мы не могли раньше уничтожить в силу такого рудиментарного состояния украинской армии на момент полномасштабного вторжения. Почему рудиментарного? Потому что не было достаточного количества набранного оружия, которое бы соответствовало той угрозе, которая нависала. Ведь вы точно так же говорили еще в 2018 году, что предстоит полномасштабное вторжение, и это единственное, наверное, логичное развитие того вторжения, которое началось в 2014 году. Я имею в виду оккупация Крыма и оккупация частей Донецкой и Луганских областей. Так вот, в этой ситуации в определенной мере западные технологии повлияли очень хорошо. В том числе западная технология позволила противостоять, вот, например, таким ракетам, как «Кинжал», которые вот буквально сегодня были ликвидированы, ракета «Кинжал». И
раньше у нас не было такой технологии. Означает, что мы не можем наносить такой урон. Точнее, нам не могут наносить такой урон. То есть я исхожу из того, что технология все-таки несет определенную ключевую роль. И я объясню, почему я ставлю так вопрос, потому что по большому счету всегда считалось, и, возможно, это было справедливо, что западные технологии идут впереди от технологий восточных, от технологий там, Среднего Востока, Дальнего Востока. И можно было говорить о том, что технологично вооруженные армии несут меньшие потери и быстрее достигают результата. Но мы сейчас видим, что есть Китай, который обладает несколькими сильными сторонами, на мой взгляд. Это массовость своего населения и массовость своей армии, и при этом он пытается развивать технологии. И у меня вопрос. При расхождении западной части, то есть условно назовем цивилизованного мира, и восточной части, к которому относятся и Россия, и Китай, и Иран, Китай может этому блоку обеспечить компенсацию в технологиях? Достиг ли он такого уровня, что технологии Китая могут противостоять, если взять на равных, технологиям Запада? Или все-таки преимущество за Западом сохраняется? У Китая нет другого выбора. Китай глобально противостоит США. Противостоят за гегемонию не просто над нашей планетой, но и за космическим пространством. Вот все эти там развития старшипов Илона Маска, ну это как бы это все в копилку дальше милитаризации космоса, борьбы за кто первый сможет установить свои базы там на Луне, на Марсе, там на точках Лагранжа и так далее. Создание этих космических войск в США несколько лет назад, это тоже все из этой оперы. Ну и если посмотреть на космическую программу Китая, там тоже как бы там не то что наполеоновские планы, там сверхнаполеоновские планы. Поэтому это не вопрос, там, может, не может, нет выбора. Если не сможет, он просто погибнет, вот, США будет доминировать, останется главным гегемоном не просто на нашей планете, но и в будущем в Солнечной системе, ну, куда выходит потихонечку вот, противостояние этих двух держав. Вот. Что до технологий, Китай прекрасно понимает, что противостояние не только США, да, блок АУКУС, то есть у нас Великобритания, западный мир, Великобритания, Австралия, США, вот, с ними вместе там идет Япония, вот, Новая Зеландия, Канада, он будет происходить в Индо-Тихоокеанском регионе. Это не на земле. Ну, то есть, ну, понятно, что на островах будут какие-то высадки и так далее, но в целом это не сухопутная война, это война в воздухе и в море. Они развивают свои воздушные морские технологии. Кстати, да, когда я говорю про этот регион, не только Тайвань, не только про Тайвань не идет речь, это в том числе и Филиппины, и Южная Корея, там есть много очагов, где может произойти такая горячая фаза противостояния. Вот, и они развивают свои и как морские воздушные технологии, но они в них отстают от США, и отстают кардинально, существенно. То есть воздушные силы США на несколько голов превосходят воздушные силы Китая. Ну, именно поэтому Китай так осторожничает. Значит, они давно, например, приняли там ту же захват Тайваня, например. Вот почему они этого не делают? Как раз потому что они прекрасно понимают свои возможности и максимально осторожничают. Но вот тут мы можем сразу отметить, буквально вчера появилось сообщение о том, что Тайвань начал минировать один из проливов, через который возможно забрасывание войск из Китая. И в этой ситуации можно говорить о том, что они такие готовятся к эскалации в ближайшее время, потому что минированная акватория означает, что эта акватория, непроходная, то есть есть слишком большой риск подорваться, то есть она выпадает из морской логистики, из сообщения. В какой момент может произойти вспышка или там, что может стать для Китая триггером для того, чтобы сделать свой шаг с военной точки зрения, то есть проявить военную агрессию? Когда они увидят, что есть максимальная вероятность того, что США не вмешаются. А может ли повлиять ситуация в войне России против Украины на действия Китая?
Я почему так говорю? Потому что, возможно, вы меня поправите, возможно, с вашей точки зрения я не прав. Но все-таки Китай в определенной мере использует войну в Украине для того, чтобы, частично истощить ресурсы западных стран, в том числе блока НАТО и Соединенных Штатов в том числе. Он использует политическую дестабилизацию. Она ему тоже в определенной мере играет на руку. Китай буквально позавчера услышал такую светлую мысль, что Китай использует свое положение для того, чтобы показать тем странам, которым он проявляет интерес и хотел бы получить над ними контроль, что он говорит, вот в этой ситуации только я могу быть гарантом, что вы останетесь целыми и что вас не тронут ни Россия, ни США, ни какие-либо другие страны. Вот я выступаю гарантом. И в момент, когда, допустим, Россия начнет проседать в войне, то есть это будет уже определенной мере затупится китайский меч, если рассматривать Россию как инструмент в руках Китая, когда затупится китайский меч, они возьмутся за другое оружие и попробуют агрессию уже в своем регионе, в морском. Да, в чем вопрос-то, собственно говоря? Вопрос, что станет триггером? И может ли состояние войны в Украине повлиять на действия Китая? То есть может ли он ориентироваться на это? Как я сказал, триггер — это когда они будут уверены в том, что США максимальную долю вероятности не вмешаются в процесс их попытки захватить Тайвань военным путем. Насчет российско-украинской войны для США, Европа и российско-украинская война, которая идет в Европе, это задний двор. Для них главный участок — это Индо-Тихоокеанский регион. И основные возможности, мощности, вооружения, силы, финансовые потоки направлены туда. Если вы посмотрите, например, как они вооружают Тайвань, это недостаточным образом. Они вооружают его самым топовым оружием. Лучше, чем вас, намного. Потому что Тайвань для них главное. Тайвань кует мозги всего мира и так далее. Европа для них — это задний двор, им нужно, чтобы на заднем дворе было тишина и спокойствие. Россия для них не соперник, не противник, они Россию не рассматривают. Россия сколько там, 1% от мировой экономики, но это ничто, это никто, то есть это пыль. Россия их волнует только тем вопросом, что у этого недоразумения, которое 1% от мировой экономики, есть ядерное оружие из-за советского наследия. Все, это единственная причина, почему никаких других причин их не интересует. У них основная вся их мощность, все их публикации, если вы посмотрите их все военные публикации, как профильные, так и непрофильные, они все про Китай, они все про Индо-Тихоокеанский регион. Там ничего не говорят про Украину или про Россию. А если говорят, то в разрезе, что мы можем научиться из российско-украинской войны для нашей войны уже в Индо-Тихоокеанском регионе. Поэтому США так ограничено и относительно немного, относительно своим возможностям помогает вам, потому что он бережет все свои силы как раз на противостояние с Китаем и для поддержки своих союзников там. Это, кстати, не только Тайвань, это Япония, например, и так далее, и так далее. И поэтому я не вижу никаких этих причин, почему российско-украинская война должна как-то их здесь ослабить. Более того, как раз, например, их критики, которые сегодня уже наконец-то переобулись и тоже стали проукраинскими, но когда они я имею в виду из республиканцев, например, партии, да, и главный довод был в том, что у нас главный противник — это Китай. Зачем нам распылять наши ресурсы, например, и на Украину? Когда им сейчас объяснили, что это небольшие ресурсы на самом деле, и конфликт в Европе, да, у нас российско-украинская война, он ограничен и контролируемый, то они стали как-то более покладистые, в том числе Джонсон даже и так далее, говорят, да, надо помогать Украине, более того, дать ей возможность самой решать, куда, как бить, как вести боевые действия и так далее. Но не нужно думать, что они расценивают это как равноценные эти участки. Я напомню, что у США сотни баз по всему земному шару, по всему, не считая еще авианосных группировок и так далее. Украина — это всего лишь один из участков, и Ближний Восток, Индо-Тихоокеанский регион. Отдельно у нас разделяем северный участок, южный участок, Индийский бассейн. Конкретно Австралия, построение АУКУС. АУКУС для них — это главный альянс, не НАТО. Для них НАТО тоже задний двор. Для них главный альянс сейчас — это АУКУС. Они именно его строят. Если вы посмотрите на Австралию, там идут реформы
и обновление вооруженных сил, постройка новых возможностей, создание новых возможностей, учения постоянно, правда, большие учения происходят. Сейчас, кстати, на Филиппинах закончились учения, где десятки тысяч солдат были совместные, американско-филиппинские проходили боевые действия. То есть все там, все ресурсы там сконцентрированы, туда все идет, не Европа. А можно подробнее про какие возможности идет, какие возможности вы имеете в виду, или, возможно, вы знаете об этих новых возможностях? И... Ну, это флот авиации, технологии, сенсоры, то, что называется, да, поиск обнаружения. Вот. Опять же, они прекрасно понимают, что Китай не сможет реализовать свое превосходство в количестве живой силы в силу того, что это будет война в воздухе и в море. Поэтому они постоянно хотят доминировать как раз в морских и воздушных технологиях. Угу. Тогда я немножко по-другому поставлю наш разговор далее. В ситуации, когда, ну, как вы сказали, что Украина не есть достаточно чем-то значительным для Штатов... Я не говорил этого. Я этого не сказал. Окей, но не настолько масштабные, скажем так. Я буду тогда прав. Для Штатов, хотя мы видели, что в момент, когда возникла агрессия, например, вдруг оказалось, что африканский мир и часть государств Среднего Востока оказались под риском голода, потому что из Украины перестало поступать, например, зерно. И это была неожиданность даже на самом деле для меня. Я просто упустил этот аспект, что настолько сильно обеспечивается. Но отбросим этот момент продуктовый, а я хотел бы, скажем, провести аналогию. Вот небольшое государство, я имею в виду территориально Китай. Израиль. Небольшое по сравнению с гегемонами, с Соединенными Штатами, Китаем. Тем не менее, это государство вынуждено противостоять огромному блоку. На вашу думку, как вы считаете, чем нужно вооружаться Израилю и какие технологии использовать для того, чтобы выдержать новый натиск? Я почему задаю вопрос? Потому что в определенной мере этим же опытом будет пользоваться и Украина. У израильских вооруженных сил, несмотря на всю специфику региона, я думаю, есть взгляд на развитие вооруженных сил. Очень интересно было бы услышать это. Мы учимся с вашей войны. Главный вывод — это масса, количество. Сейчас будут увеличивать армию обороны Израиля, создаются новые подразделения, танковые подразделения спецназа новые, больше. Больше армия, больше призывников, больше людей. Это главный вывод. Потому что, как я уже сказал, ничего нового не происходит в этих войнах. Вот. Все это было. Опять же, дрон Никола Тесла 100 лет назад придумал. Ничего нового в этом нет. То есть самолеты летают, танки стреляют, подводные лодки плавают, дроны летают, убивают и так далее. Вот, поэтому главный вывод, и это, кстати, и в США тоже, это о массовости. Главный вывод, который делают американцы из вашей войны, это то, что армия должна быть большой. Если армия небольшая, она отступает, вот, она теряет свои территории и так далее. Нужно много рекрутов, нужно много солдат, нужна мобилизация, нужно очень много призывников. Много, ну максимально много. Как когда-то в индустриальную эпоху, в прошлом веке, у нас были большие индустриальные армии. Вот, когда государство мобилизовало вообще всех, да, это было легко сделать, потому что у нас все люди работали на фабриках, состояли в профсоюзах, вот, они все были фактически подчинены под определенными центрами, их очень легко было мобилизовать. Ну, плюс общество было более жесткое, вот, кого не мобилизовали, того там, не знаю, где-нибудь расстреляли, как там в Финляндии. Много говорят про, допустим, героическую финскую там, вот, оборону, когда финны защищались там, в Зимней войне, в 1940 году, когда напал Советский Союз, там великий патриотизм, как они все там встали под ружье. И действительно так, действительно герой, действительно патриотизм. Но, например, дезертиров, там всякое такое, вот их расстреливали. Вот, максимально была это жесткая кара, ну, которая сегодня демократические государства такое не применяют, хотя в США за какие-нибудь там провинности военные, там пожизненное заключение очень быстро и легко как бы вот ты получаешь, то есть драконовские меры продолжают сохраняться. Ну, там в таких вот странах, как США, где есть воинские традиции и жесткая военная система. Вот. И поэтому в Израиле вот главный вывод с этого всего, что масса решает. Это прямо, ну, прямо под такими заголовками выходят научно-военные труды там, в израильских специальных изданиях военных. В этот момент я предлагаю перейти на такую перпендикулярную шахматную доску, которая называется дипломатия.
Я не смогу прийти на ту доску, потому что я не политолог, не дипломат, я не геополитик. Вот, к счастью. Я чуть-чуть, я поясню, в каком аспекте. Дипломатия ведь это тоже оружие. Дипломатия часто очень жестко связана с разведкой. Насколько я знаю, например, в Израиле разведка — это сильная сторона армии, ну, сильная сторона обороны. А в Украине... Смотря какая разведка, в Израиле много разных разведок есть. Вот. В Израиле Но есть слабые разведки. Упор делается, да, на разведку, конечно. Ну, как и везде, на самом деле. Вот. Мне кажется, у Украины сильная сторона — это разведка ГУР. Обратите внимание, насколько вы можете вспомнить хоть один раз, когда ГУР ошибился. Вот, я не вспомню такого случая. По-моему, это очень прекрасная практика, потому что достаточно часто в Украине можно услышать слова о том, что нам нужен свой Моссад. Моссад — это всего лишь одна из израильских разведок. Есть Аман, военная разведка, есть Моссад, вот, как политическая, назовем это, разведка, вот, иногда ее так называют. Вот, есть отдельно еще там разведсообщество, зонтичная структура, которая объединяет их и так далее, и так далее. Но вместе с тем, смотрите, наша военная разведка очень жестко просчиталась, из-за чего мы получили 7 октября. Когда в определенную силу концепции считалось, что Хамас не посмеет. Ну, потому что у него шансов никаких нет, его просто разнесут. Что и случилось. Ну, то есть была такая определенная логическая как бы формула, что не может там небольшая группировка инсургентов, относительно небольшая армиям конвенциональным имеется в виду, вот, напасть на целое государство. Но вместе с тем мы бы поплатились за этот просчет в плане концепции, это ошибочного мнения, позиции такой вот, поплатились с жизнями гражданских людей, сотнями до тысячи гражданских людей. Это страшная цена, это огромнейший провал. У нас глава военной разведки ушел в отставку. Вот, и его рассматривают как одного из виновных. Вот, почему так произошло. Вместе с тем, смотрите, украинская разведка, вот, начиная сейчас с начала масштабного вторжения, когда буквально Буданов говорил и показывали карту, там, Хмему показать карту, откуда будет вторжение, откуда будет наступать, это же будет наступление в начале 2022 года, во-первых, ваша разведка говорила. Во-вторых, даже если мы берем какие-нибудь локальные там, вот, эпизоды, недавние наступления у нас, это ограниченное российское, которое оказалось в Харьковской области, с Кибицки до, по-моему, месяца до этого вот огласила о их там группировке в 50 тысяч человек и в таких-то или иных намерениях там. Но разведка выполняет свою функцию. И это как раз из того, что публично заявлялось. Мы же понимаем, что большую часть не заявляют публично и не говорят. Как бы. Никто не будет такие вещи как бы говорить, заявлять. Но ваша разведка, она действует в этом плане грамотно, они заявляют публично для того, чтобы был градус доверия. Чтобы было понятно, что вот она держит руку на пульсе. Поэтому зачем говорить о израильской разведке? Можно говорить о вашей разведке. Мы учимся у вас, мы берем с вас пример. Отлично. Я на самом деле даже могу привести еще один пример. Вы же знаете, господин Кондратюк, если я не ошибаюсь, уже точно летом 2021 года, если не 2020 года, привел материалы, да, наверное, летом 2020 года, выдал от своего имени статью на «Украинской правде», где полностью расписал подготовку с доводами, подготовку полномасштабного вторжения в Украину, но почему-то выводы не были сделаны. Я хотел... Много кто говорил, много кто делал эти выводы. Запад за последние полгода до полномасштабного вторжения Запад черным по белому говорил, что это произойдет, будет. Вот. Это отдельный вопрос. Ну, вы знаете, это просто настолько страшная ситуация, что, наверное, просто некоторые отказывались в это верить, даже несмотря на, как бы, ну, вот, на фактаж. Я же сейчас предлагаю глянуть на ситуацию в Европе. Очень много сейчас, что называется, шпионских скандалов и ситуаций, когда оказывается, что Россия нанимала людей для того, чтобы устраивать мелкие диверсии на территории Евросоюза и на территории, там, пытаться на территории Штатов, на территории Канады, то есть союзников Украины. Насколько вообще Россия способна таким образом
через свою разведку и, возможно, через старые дипломатические каналы, которые, скорее всего, конечно же, контролируются, но тем не менее, там, через старую агентуру повлиять на ситуацию в Европе и, возможно, что-то изменить настолько, что ухудшится поддержка Украины. Или уже точка невозврата пройдена, уже мы не увидим никаких возможностей России использовать свою агентурную сеть для каких-то ярких проявлений. И старую, и новую агентуру, и никакой точки невозврата не пройдено. Вот это в том, в чем Москва всегда была сильна. Вот спецоперации всевозможные, вот шпионские все эти истории, агентура, работа, вот тех или иных там специалистов, вот связанных как бы там с их разведсообществами и так далее. И в этом они были всегда сильны. Это чекистское прошлое. Вот. Это действительно настоящая реальная опасность. И это не мелкие диверсии, там есть и крупные диверсии. На оборонных предприятиях даже пожары были там, в Великобритании, например. Я не назвал бы это мелким, даже ни разу. Вот. И это реально большая проблема. Вот. И да, конечно же, они влияют в том числе и в первую очередь на снижение поддержки Украины не элитами. Ну, элиты вас поддерживают не за красивые глаза, а потому что у них просто свои интересы. Ну, как там Петр Павел так хорошо говорил, другие страны. Кстати, Минобороны вон Эстонии вам сейчас Мистрали ракеты передают. Они даже у себя на сайте пишут, что мы это делаем ради нашего интереса эстонского. Эстонцы, как и вообще балты, ваши большие друзья. Ну, без иронии здесь. Но вместе с тем даже они, будучи вашими хорошими друзьями, вот делают это из своих интересов, а не из-за ваших интересов. Ну, как и любое национальное государство. Ну, нормальное национальное государство, которое всегда в первую очередь думает о своих национальных интересах. Вот. И нужно понимать, что Россия действует не чтобы на эти элиты повлиять, а на электоральную базу, потому что это демократические государства, где политики очень сильно зависят от избирателей и от настроения масс. Вот так вот, в отличие от оси диктатуры, да, Иран, Россия, Китай, там абсолютно плевать, что думают массы. Там просто дубинками их забьют, и все. Вот. На Западе есть такое понятие, как гражданское общество, его мнение, и они максимально работают с ним. Вот. И где-то успешно, да. Это действительно угроза, это реальная угроза, которую должна Украина учитывать. Я почему об этом говорю? Потому что не так давно состоялось у меня интервью с экс-главой европейской разведки Гинтерасом Богдоносом, и он тогда, в принципе, сказал, когда я его спросил, почему такая вялая реакция Европы на события и на ту угрозу, которую несет Россия, он сказал, ну, привел, по сути, слова такие, которые можно было расценить как определенная вялость и неверие, а часть стран даже вообще уже забыли, что такое война. И таким образом вот эта слабая реакция, такая ленивая реакция Европы является одной из угроз и одновременно тем фактором, который Россия использует, помимо того, что Россия использует слабые места демократии. То есть он же тогда и повторил мне фразу, что демократия имеет много негативных сторон, но тем не менее это лучшее, что сейчас есть у западного мира, имеется в виду. Таким образом, можно ли говорить о том, что нужно переводить войну, в том числе и в плоскость разведок, сейчас достаточно сильно, в том числе и нашим союзникам? Потому что если российские проявления разведки мы как-то замечаем по каким-то событиям, то действия, например, западных разведок, ну, можем разве что назвать разоблачение агентурных сетей, но какие-то действия, какие-то события, которые влияют, например, на вот эту группу Россия, Китай, Иран, я так быстро даже не смогу назвать. Возможно, вы меня поправите, возможно, есть какие-то события или какие-то операции, которые достойны сейчас внимания. Война агентуры идет, она всегда идет, она до того, как была горячая фаза, вот, российско-украинская война, которая началась в 2014 году, вот ее активная вот эта горячая фаза полномасштабной войны.
До этого тоже была война агентуры. Вот. А насколько нужно ее увеличивать или не увеличивать, я не в генштабе ни украинском, ни тем более европейских армий, чтобы знать их планы и где там мало или много они делают как бы вот в этом плане. Вот. Но война идет, конечно же. Просто нужно не забывать, что здесь не нужно ни в коем случае игнорировать фактор того, что это действительно реальная и большая угроза со стороны России. Они в это кладут большие деньги, и они в это умеют. А по поводу действий Кремля и по поводу действий агрессора. Сейчас Украина получает новую партию военного обеспечения. Сейчас украинские дроны достаточно далеко залетают, я бы сказал, даже неожиданно далеко залетают к стратегическим объектам Российской Федерации и наносят там урон. Помимо этого, количество того вооружения, которое позволяет нам наносить значительный урон как на тактическом уровне, так и на оперативном уровне, возрастает. У нас происходит в определенной мере накопление. Можно ли предугадать, какие действия будет осуществлять наш противник? Ну, кроме нанесения там ударов по логистическим цепочкам, попыток нанесения, это то, что они делали всегда там. К тому же мы все-таки научились распределять и прятать хорошо то вооружение, которое получаем. Что поменяется в действиях российской армии и российского командования? Возможно. Возможно, они ничего не поменяют. Это тоже вариант, но, может быть, даже так и проще с ними бороться. Россия на данном этапе старается, во-первых, удержать всю ту территорию, которую она захватила, плюс реализуя свое превосходство в количестве, как раз к вопросу о массе, давить постоянно на многих участках, чтобы то там захватить еще село, еще посадку, еще продвинуться, вот еще какой-нибудь город попытаться взять, вот после того, как они Авдеевку захватили. Вот, глобально при этом растягивая, продолжая тянуть время, ожидая то, что время все-таки на их стороне играет им на руку, и продолжать этот ракетный и воздушный террор против населения Украины, чтобы сделать жизнь невыносимой. И в конечном итоге украинское общество давило на украинское руководство, чтобы они согласились пойти на договор с Россией, вот, на переговорный трек. При этом, если пойти на переговорный трек сейчас, будут происходить с позиции... Россия будет разговаривать с позиции силы, так как она удерживает территории, она продолжает бомбить Украину, у нее есть там еще много козырей для шантажа. Украине, чтобы выйти на переговорный трек, нужно иметь свои мощные козыри для этих переговоров. Вот, отдельная тема, какие козыри может выиграть себе здесь Украина, вот, может, и есть такая возможность, вероятность. Более того, ваше руководство сейчас это реализует. Вот. Но это произойдет не завтра, это должно занять время. Не факт, что это получится, как все на войне, у вас никогда нет стопроцентной гарантии. Вот. Ну, просто нужно понимать, что вот их тактика России, да, максимально сейчас вот сделать жизнь невыносимой, вот, продолжать удерживать территории и вынудить, чтобы население вот начало грызть друг друга и давить на власть, чтобы власть пошла на сговор. На самом деле это же один из элементов так называемой тотальной войны. Эту технологию ведения войны разрабатывали еще в Германии перед Второй мировой войной. Это понятно. Действия России как бы в этом плане очевидны. Я предлагаю посмотреть еще на один такой аспект. Мы же с вами понимаем, что в войне нужно готовиться к наихудшему варианту. Один из наихудших вариантов, на мой взгляд, это вливание в российские войска массовые вливания с других стран. Такое возможно или нет? Например, Северная Корея или, например, Китай. Они могут дать своих людей для того, чтобы они вели войну на территории Украины и против Украины? Или все-таки есть сдерживающие механизмы? Потому что если, допустим, к российским войскам добавится еще несколько сот тысяч азиатских воинов, это точно не облегчит нам ситуацию. И я даже слабо себе представляю, как выходить из-за нее.
Мне сложно представить, чтобы Северная Корея послала сотни тысяч солдат в Россию. Это какой-то Что сдерживает? не самый реалистичный сценарий. А что сдерживает эти страны, да, если они выражают поддержку? В конце концов, они передают уже У вооружение. Северной Кореи своя война с Южной Кореей. Если это будет условием, что, Условием каким? С чем? что Россия, например, поддерживает в войне с Южной Кореей, но при этом она там просит, например, контингент Северной Кореи. Или такой же разговор с Китаем. Нет, это как бы снова, во-первых, это геополитика, а я не геополитик, вот чтобы такие вещи, не политолог, чтобы такие вещи, как бы там кто кого поддерживает и кто кому будет посылать солдат. Во-вторых, сотни тысяч солдат, это нет, это То есть это такое не хочется комментировать. нереалистичный сценарий. Я не вижу его реалистичным. Это на самом деле успокаивает, потому что такая ситуация на самом деле для меня была достаточно опасной, то есть угрожающей экзистенцийно. Тогда вопрос следующий. Будет ли включаться дальше Беларусь больше, чем она включилась сейчас, на вашу думку? Что такое больше включилось? Беларусь фактически является соучастником агрессора с начала полномасштабного вторжения. С ее территории как и войска, так и наносились удары по Украине. Так и заходили войска агрессора. Даже с точки зрения международного права, да, или статута ООН, определения агрессора, страна, которая предоставляет свою территорию, является соучастницей агрессора и тоже агрессором. Почему у Украины не разорваны дипломатические отношения с Беларусью, и она не рассматривается как страна-агрессор напрямую, я не знаю, это отдельный вопрос. Но я бы здесь не рассматривал бы это как какая-то возможность, вероятность. Линия фронта — это не только границы, в том числе с Россией, это и границы с Беларусью. Почему, например, вопрос о заходе этих европейских военных, он рассматривается как раз в разрезе того, что они будут стоять как раз на границе с Беларусью, например, чтобы оттуда можно было снять украинские силы и задействовать их, например, уже на активном фронте. Почему этот вопрос именно так рассматривается? Потому что это тоже фронт потенциальный. И если бы это не был потенциальный фронт, там бы не было бы украинских подразделений, которые охраняют северные рубежи Украины. Это такая формальная логика, это не надо быть великим экспертом, как бы это любому человеку понятно. Поэтому да, это враг, союзное государство у них там, они много раз подчеркивали, что это что называется, тыск на одного, это тыск на другого фактически. Кремль не разделяет как бы Минск и Беларусь от себя отдельно. Мне очень нравится такой разговор, когда я корректирую свое мнение или меняю свое мнение после обсуждения. Поскольку наше время подходит к завершению, сегодняшняя встреча, я бы вас попросил, Игорь, как бы підбити підсумок разговора, потому что то, что услышал я, и, возможно, поправьте меня, в ситуации войны в Украине мы сводимся к двум основным пунктам. Это наша собственная мобилизация, потому что эту войну, кроме нас, никто не выиграет. И второе — это продолжение и наращивание материальной поддержки. Это две составляющие формулы, или есть что-то еще, что мы упускаем, и не нужно настолько примитивно судить о войне? Никто не будет воевать за вас, кроме вас самих, это первое. Второе, рассчитывать не просто на свои силы, а развивать свою базу, развивать свой ВПК, развивать свои возможности. Да, быть благодарным партнерам, которые вам дают и финансы, не маленькие, и вооружение, и возможности, и дипломатическую поддержку, и много-много другое. Но вместе с тем не думать, что вы живете как у Бога за пазухой, развивать свое с ориентацией того, чтобы как будто завтра этого всего уже не будет. Да, если там есть подписание договоренности на 2, на 3, на 10 лет, и такие уже делаются, и это хорошо, это нужно. С разными странами. Кстати, сейчас вчера промелькнула новость, что с Японией будут договоренности даже подписаны. И так далее. Но несмотря на это все,
развивать свою страну и свою экономику в этих сложнейших и страшных ситуациях с ориентацией на свои. Поэтому у вас все для этого есть. У вас есть и ресурсы, и люди, и возможности, и как же поддержка, опять же, партнеров, десятков стран, передовых развитых стран, не каких-то там непонятно кого, а самых развитых стран этой планеты. Значит, дальше это вопрос все уже грамотного вот, воспользоваться этой всей этой opportunity, да, возможностью, то есть этими всеми вещами, вот, чтобы сделать синергию, которая сможет обеспечить вот вас теми видами вооружений, которые будут для вас козырями в будущих переговорах с Москвой. Любая война заканчивается переговорами. Напомню, даже капитуляция — это формат переговоров. Вот. Это дальнобойная система в первую очередь. И вот очень хорошо, что у вас есть дроны. Вы говорили там о проникновении уже дальше в глубину России, нанесении ударов. Это становится все более массово, все более болезненно, в том числе по значимости объектов, которым наносятся удары. Но идти дальше. Вот. Еще новые дроны и ракетные технологии. Вот вы говорили про Нептун, который использовали, развивая дальше, чтобы у вас были и ракетные технологии, вплоть до бить по Москве и возможность бить по Москве. Потому что когда за столом переговоров будут сидеть ваши и их дипломаты кремлевские, козырь в руках того, что объекты в Москве находятся под прицелами, и Украина может в любой момент по ним нанести удар. Это очень мощный козырь. И на сам кінець, на ваш взгляд, ахиллесова пята Российской Федерации в этой войне и ахиллесова пята Украины в этой войне. Могли бы вы назвать, ну, вот те самые слабые стороны, которые очевидны, возможно? Я могу сказать, для Украины, для вас самая слабая сторона, и на это давит Россия, вкладывая в это большие ресурсы, это расколоть вас, чтобы вы перегрызлись друг другом. Вы в свое время потеряли свою государственность в начале прошлого века именно по этой причине, потому что все со всеми воевали. Украинская держава Скоропадского, там УНР, какие-нибудь холодноярцы, махновцы из УНР и так далее, и все были, на себя тянули одеяло, и каждый строил свою Украину. В конечном итоге пришли большевики, единый кулак, вот, и всех по частям разобрали, всех разгромили, вот, и покорили, подчинили Украину. Вот, поэтому ни в коем случае не раскалываться, не разделяться, не разбегаться, вот, быть всегда едиными, несмотря на насколько бы там разногласий внутри бы ни было. Все эти разногласия оставить потом на будущее, когда будет мир и полностью враг будет разгромлен и война закончится. Вот. И не забывать, что Россия много вкладывает в это сил, и она просто спит и видит, чтобы вы грызли и съедали друг друга. А касательно России? Россия, тут такой момент, у них всего много, людей много, вот, но у них отвратно все с ресурсной базой, логистической базой, технической базой. Нужно поэтому бить. Вы это делаете. Потому что беспилотники наносят удары, например, по их НПЗ, это как раз из этой оперы. То, что вы наносили удары, например, по загоризонтным этим радарам большим стратегического значения, это из этой оперы. То есть помните, что Россия — это не сверхбогатая страна, как США, у которых есть всего много, они могут там содержать многотысячный парк современных самолетов по всему миру и группировки, и у них, наверное, хорошо живет, как бы сыто население и так далее. И у них еще хватает денег на там, новейшие какие-то разработки, и всякие старшипы Маска, чтобы летали в космос и так далее. У России этого нет. Они работают сейчас и воюют на пределе. Вот, их там ресурсных возможностей. Им приходится закупать там, дроны у Ирана или снаряды у Северной Кореи. Это не от хорошей жизни. Потому что как раз их ресурсная технологическая база, вот, она не в самом хорошем состоянии. Именно бить по ней. Им не жалко людей. Вот. Вы можете им убить 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, это очень хорошо, солдат. Но это не то, что их остановит. А то, что их остановит, это вот полностью разрушение их вот этой вот логистической, ресурсной, инфраструктурной базы под ногами. И как бы одним предложением, если мы можем вообще себе позволить такое в разговоре, по вашему мнению, через сколько мы сможем увидеть в определенной мере перелом в войне, в противостоянии против России? Может быть, это будет комплексный перелом, который будет заключаться в взаимодействии и России, и Украины, и западного мира против России. Или, может быть, это будет какой-то успех Украины, который приведет к перелому. Я без понятия, но вне зависимости от того, когда этот перелом будет, может быть завтра, может быть через 10 лет, вот, Украине желаю максимально успехов, и чтобы этих переломов было как можно больше.
Благодарю вас, Игорь. Также желаем мира и победы и мира Ізраїлю, в тому числі. Дякую вам за те, що ви взяли участь у цій розмові. Дякую, що внесли тверезий погляд в обговорення того, що зараз, в принципі, є таким нагальним і гарячим. Я нагадаю нашим глядачам, що на зв'язку зі студією був військовий аналітик Ігор Лєвін. Дякую вам, Ігор. Прорвемося. Да, спасибо за приглашение. До зустрічі. Ну, і я нагадаю, що в студії для вас працював Олекса Кіпкало, тож пам'ятайте, залишайтеся з 24 каналом, щоб знати більше, і жодного разу не допускайте того, що наш ворог зможе нас здолати. Пам'ятайте, Україна переможе. Це беззаперечний факт. Просто потрібно трохи часу.